Здравствуйте, в студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Пришло время нашей большой программы. Сегодня она будет посвящена, наверное, спорту все-таки. У нас сегодня гость в студии. Это президент Федерации альпинизма Азербайджана Исрафил Ашурлы. И буквально через мгновение мы начнем нашу беседу. Итак, Исрафил, здравствуйте. Вы прямо с самолета и сразу в студию Вестника Кавказа. Я еще раз представлю. Исрафил Ашурлы, это президент Федерации альпинизма Азербайджана. Буквально совсем недавно он вернулся из Непала, из Гималаев, где в составе российской экспедиции покорял одну из вершин, третья, да? Третья по высоте. Это восьмитысячник. Совершенно верно. Да, сейчас попробую ее произнести. Канчинджанга. Расскажите, Исрафил, вообще, какая экспедиция была, кем она была организована, как вы попали в ее состав, как проходила экспедиция, все, если можно, в подробностях. Это была спортивная экспедиция, организаторами выступили россияне, известные в альпинистском мире восходитель, очень сильный высотник, екатеринбуржец Алексей Болотов. Он явился руководителем данной экспедиции, титулованный хороший альпинист, двукратный обладатель высшей награды в альпинистском мире «Золотой ледоруб». Мы с ним совершали совместное восхождение в 2005 году на Аляске, на высшую точку Северной Америки Маккинли. И с той поры мы познакомились. И в этом году, вернее, в конце прошлого года, Алексей пригласил меня в планируемую экспедицию на Канчинджангу. Канчинджанга переводится как «сокровище 5 великих снегов». Это вершина 8586 метров. Она массив, состоит из 5 вершин, высшая точка из которых 8586 метров. Я знаю, что мало того, что нужно восхождение планируется довольно так, заранее там, и так далее, но еще и очень важно, каким маршрутом проходит восхождение. То есть всегда несколько вариантов, там сложные, более легкие варианты и так далее. Вот как-то, когда планировалось это восхождение, там были какие-то по этому поводу разговоры? И надо бывает даже новые маршруты, помимо пройденных. Канчинджанга является одним из самых удаленных восьмитысячников. Всего на планете насчитывается 14 восьмитысячников, большинство из них сосредоточено в Гималаях, и остальная часть — это Каракарум, Пакистан. Соответственно, делят государства такие, как Тибет, принадлежащий Китаю, Непал, Пакистан, и данный пик, на нем сосредоточена граница 3 государств. Это Китай, Непал и Индия. Он является одним из самых удаленных и труднодоступных. То есть этот регион не очень посещаемый. Переход только из ближайшего большого населенного пункта до базового лагеря занял у нас 12 дней. Это очень удаленный. Это пеший переход был? Пеший переход, там никакого транспорта нету. Мало того, в этот сезон даже не используются яки. И из-за того, что большую часть пути надо идти, какую-то часть пути надо продолжительно идти по леднику, нет возможности использовать даже яков. И носильщики все несут на себе. Альпинисты, соответственно, тоже. Бывают два формата экспедиции: коммерческая и спортивная. Данная экспедиция являлась спортивной. А чем они отличаются? В коммерческую экспедицию, как правило, помимо спортсменов попадают еще и простые обыватели, которые одержимы манией взойти на тот или иной высокий пик. Очень часто, скажем, на том же Эвересте можно встретить какого-то просто почтальона из Японии, который никогда нигде не был, но для которого целью всей жизни является восхождение на высшую точку планеты. Раньше как космические туристы. Да, совершенно. Только раньше это был Эверест, только ограничился. А сейчас появилась такая история, что программа 14 восьмитысячников. Все стремятся зайти на все. И некий сумбур из-за этого присутствует. А есть еще... И они, как правило, такие экспедиции, когда участники, скажем так, не являются серьезными альпинистами с хорошей подготовкой, они зачастую используют разные вспомогательные опции. Нанять шерпа, высотного носильщика, использовать кислород,
много кислорода, несколько баллонов, не работать на горе, то есть за них кто-то ставит палатки, ну не с ложки кормит, но тем не менее ухаживает и опекает. Да, то есть это коммерческая экспедиция, хотя в ее составе могут оказаться и сильные спортсмены. Ну, ваша чисто спортивная была. Да, спортивная, потому что, скажем так, статус, амбиции и опыт руководителя экспедиции и второго лидера экспедиции Николая Татмянина, он ни в коем случае не мог предусматривать наличие каких-то высотных шерпов. Мало того, скажем, вы спросили про маршрут, ну, скажем так, гора имеет два варианта восхождения с индийской стороны и с непальской, и несколько маршрутов. Но в данном случае мы шли вариантом классического маршрута, который искали сами, потому что из-за редкой посещаемости горы никто толком не знал, куда идти. И нашей экспедиции выпала честь, скажем так, распечатать гору, выйти первыми на маршрут и искать всю дорогу путь правильный. Наибольшая проблема у нас была где-то на высотах свыше 7000 метров, там огромный ледопад находится, и надо правильно найти дорогу среди сираков и трещин. И нашей группе с успехом удалось. Скажем так, там было еще 4 экспедиции, кроме нашей. Все ждали, пока россияне плюс азербайджанец пройдут все. То есть у вас была интернациональная экспедиция, но интернациональная она была только за счет вас, я правильно понимаю? То есть все остальные были россияне, кроме вас. Скажем так, в пермит, в разрешение на восхождение, был вписан еще один иностранец, австриец Кристиан Штангель. Но он работал по своей индивидуальной программе, а тогда в команде помимо 6 россиян находился еще и... Вообще альпинизм, с одной стороны, такой спорт, если говорить о нем как о спорте, а не как о там, времяпрепровождении вот, японских почтальонов, спорт элитный. По многим причинам. Во-первых, по своей сложности, с одной стороны. С другой стороны, это еще одна часть, он очень дорогой вид спорта. Если говорить о поездках, о восхождениях, о том, что нужно платить за то, чтобы получить вот эту лицензию на восхождение и так далее. Да. Вот каково сейчас состояние альпинизма, этого вида спорта в Азербайджане? Ну... Есть ли там поддержка государства какая-то? За счет чего существует этот вид спорта? В первую очередь за счет энтузиазма, конечно. Это... Вы правы, это спорт, ну, некая элитарность в нем присутствовала всегда, начиная даже с самых ранних времен. Если взять конец прошлого века, то английские экспедиции, там кругом там были сэры, лорды и так далее. То есть это даже за первое восхождение на Эверест Эдмунду Хиллари, королева Англии, пожаловала рыцарское звание. Элитарность какая-то присутствовала в этом не только за рубежом, но и, скажем так, в советском альпинизме. Одним из основных кураторов начала альпинизма прошлого века был нарком Крыленко, который, будучи в ссылке с Лениным в Швейцарии, увлекся альпинизмом и по возвращению, получив там звание наркома, продолжал активно ходить в горы и поддерживать. Правда, он был репрессирован и расстрелян, и с ним пострадала еще куча альпинистов. Но, тем не менее, спорт, скажем, особенно в 60-е, 70-е годы, он был наполнен людьми сплошь. Там, МГУ, ВТУ, то есть там Рэм Хохлов, там одни имена кругом были. И, конечно, какая-то элитарность в этом была. И была очень сильная поддержка со стороны государства в лице профсоюзов, которые брали большую часть расходов. Сейчас все, что касается... поддержки государственной, не только в Азербайджане, но и в России и в других странах СНГ, это все уже кануло в лета. Профсоюзы не поддерживают, и федерации альпинизма, как правило, должны искать средства самостоятельно. Зачастую бывают спонсоры, иногда это бывает в том числе и государство, которое может поддержать какой-то интересный проект. Но говорить о том, что серьезной, на постоянной основе поддержки как таковой нет. Мы не исключение, у нас ситуация складывается так, что зачастую помощь оказывает бизнес. Хотя и государство о нас не забывает, есть так называемый календарный план, в который я бы включил, там, скажем так, 40 мероприятий, но
поскольку это не олимпийский вид спорта, а еще олимпийские виды спорта, туда попадает, 6-10. Но это уже хорошо. Скажем так, для такой раньше не очень ходившей республики, как Азербайджан. Сейчас у нас подъем, большое количество молодежи приходит. И не только, вот я только что вернулся из Баку, у нас собираемся проводить большие сборы скажем так, на самую-самую первую ступень. Это значок альпинист Азербайджана. Аналог есть, был в России, в Советском Союзе, аналог есть в России. То есть альпинист России — это самая первая ступень. У нас на первый сбор, вот сейчас, который мы объявляем, у нас уже заявлено 60 человек, которые вот просто за раз надо будет вывести и обучать. И среди них, когда я посмотрел, там не только молодые, но уже и, скажем так... А за счет чего? Вот за счет чего? Что? Это какая-то... Это тяга какая-то, либо вы какую-то работу ведете. За счет чего такой? Вы говорите, что в советское время не очень ходившая республика была в горы, а теперь такой интерес к этому. Мне сложно сказать, почему раньше не ходили, но я знаю, что сейчас молодежь очень сильно тянется. Может, какая-то общая там тяга к экстриму. Сейчас есть поколение новое, которое идет, оно более такое какое-то, скажем, там, все эти слова, там, паркур, там, я не знаю, роп-джемпинг, бейсджемпинг — это все уже, скажем так, не чуждые слова. У нас, правда, бейсеров еще нет, людей, которые прыгают с парашютом с неподвижных объектов, в том числе со скал, но я думаю, это дело недалекого будущего. И у нас традиционно, может, не высотный альпинизм был сильно развит, а скалолазание хорошо развит. Скажем, мы уступали всегда соседней Грузии, там очень сильные скалолазы были и высотники, но сейчас я думаю, что мы начинаем тихо-тихо догонять. Планируем также в том числе совместные экспедиции, не только с россиянами, но и с грузинской стороной, и с иранской стороной, и с турецкой стороной. То есть мы открыты для всех и рады участвовать в проектах других стран и активно участвуем. Плюс организовываем, конечно, свои проекты. Знаете, я буквально вот в прошлом году, в октябре месяце, был в Аджаре, и на побережье увидел, как тренируются, совсем, там 6, 7, 8-летние ребята, они, значит, залазили на скалы. То есть они пришли целой группой, там 15-20 человек. И для меня, конечно, было просто откровение, что вот этот вид спорта может вот иметь такое просто. То есть вот на моих глазах я видел, с каким энтузиазмом они это делают, совсем такие малыши. И в Грузии, надо сказать, вообще очень большой подъем сейчас. Там очень много ребят, которые занимаются. Есть регионы, которые, просто они сами по себе, из-за того, что они живут в этих регионах, как Сванети, Хевсурети, там очень много. Это традиция. В Сванети был человек единственный, которому англичане присвоили звание «Тигр скал» почетное. То есть они придумали, увидев, как этот человек лазит. Михаил, настоящий ему Чхумлян было, но все называли его Михаил Хиргиани. Это один из выдающихся скалолазов всех времен и народов. Там сильные традиции. Я видел в Лондоне, там есть такой музей скалолазания, альпинизм и так далее. И там один из экспонатов — это ботинок Хиргиани, пробитый молнией. В него попала молния и пробила там это. И вот я просто был удивлен, насколько они к этому очень трогательно относятся. Они были в шоке, когда увидели. И этот человек, исключительных человеческих качеств был очень добрый, хороший человек. К сожалению, он погиб на Суальте. Погиб, да.